Приветствую тебя на канале Подтекст, с вами Квен и Детектив. Эйвей. Сегодня наша тема обсуждения — это выход нового Принца Персии. Я точно название его не помню, но Роберт нам подскажет. Мой ужасный английский подсказывает мне, что это часть под названием A Lost Crown. Последняя корона, да, все верно. Роб, я вижу, ты мне скинул статью, конкретно описание, что будет в игре, да, или что? Я просто только сейчас ознакомливаюсь. Вот так наш дорогой Квен делает домашнюю работу, которую получает за 5 минут до эфира. Нет, в данной статье описана история всего Принца Персии, так как выходит новая часть, мне стала интересна история, плюс вообще не взаимосвязана с выходом новой игры. Я на днях подумал, что, я бы хотел вернуться в сеттинг Принца Персии. Вот просто я сижу на новогодних, и мне мысль такая, вот сейчас бы в песок с мечом за полуголой женщиной. Так, ладно, это уже. И я вспомнил первую часть. А еще я вспомнил, что Принц Персия — это та часть игры, которую, возможно, перезапускали чаще всего, чем все остальное в игросфере. С этим я не могу не согласиться, тем более для меня была самая первая часть, это «Пески времени». Это только потом я узнал, что, оказывается, была «Принц Персии» 1989 года, где игра выглядела как обычный платформинг, там и графика была такая себе. У нас начинается рубрика «Почувствуй себя старым», потому что я-то как раз начинал с 89 года. И я до сих пор помню, как ты вот в белой маечке бегаешь по непонятным трущобам, где единственный функционал — это подпрыгнуть, чтобы удариться рукой или головой о верхнюю панельку, как Марио, в надежде, что она упадет, и ты найдешь таинственный проход. Найти меч, завалить фиктивного визиря и постараться не упасть на шипы а-ля Лара Крофт из последних частей. Это серьезно твоя была самая первая игра? По Принцу Персии, да, я жил во времена приставок, а сводка для молодого зрителя. Приставки в мое время — это не Xbox и Sony, это Dendy и Sega. Это вот когда у тебя квадратный картридж, и если он вдруг барахлит, ты на него дуешь. В те времена, я помню, по-моему, данная кассета была у моего дяди, я ясен пень вообще не представлял, что такое Принц Персия на тот момент. Я играл в него, в гоночки и в треклятый дакс, где собака над тобой ржет. Да, я тоже знаю, с сутками связано, да, я помню эту игру. Подожди, собака, ты стреляешь по уткам, и собака вылазит такая, хитничает, или ты не про эту игру? Я про эту игру, просто иногда я психовал и стрелял в собаку. Она выживала, но это уже другая история. Возвращаемся к нашему прекрасному принцу. Там были головоломки, зелья, это правда выглядело как 2D, так что сейчас можно сказать, что новая часть — это возвращение к истокам. Да, кстати, с этим не поспоришь. Я просто на эту картинку сейчас смотрю, и я даже не знаю, что сказать. Тут просто я вижу, визир лежит, и типа, не бей меня, сука. Это не всегда визирь, там и просто охранники также выглядели. Вот, и получается, что... Да, есть головоломки, есть шипы, есть этот визирь. Я даже помню, есть сегмент, где ты должен в конкретном месте удариться головой об потолок, чтобы упала плитка. Ты как бы залезаешь за карту и там находишь врага. Но есть нюанс. Ты должен найти меч на локации. Не было никаких песков, клинков, ничего вот этого, мистификации. Ты просто чувак в белом, который ищет свою принцессу, но перед этим надо найти меч. А меч лежал где-то на нижних уровнях, у скелета вроде. Ты его подбираешь, и только после этого под эпическую музыку и стойку а-ля Звездные войны, я имею в виду плакат Звездных войн 4 части, по-моему 4, а может 5, может 6, не суть важно. Вот потом ты уже ищешь визиря, чтобы сразиться, и опять же сразиться — это геймплей. Тебя могут убить с твоим мечом, будешь новым скелетом. Вот, но тем не менее, это была ужасно веселая, интересная игра. А дальше идет неожиданный поворот сюжета, потому что после этого выходил Принц Персия 2, Shadow and the Flame, и Принц Персия 3D в 99 году. И тут магия случилась, потому что для меня эти игры прошли вообще мимо. Более того, даже следующая игра для меня прошла мимо, потому что там был баг, но об этом скорее расскажет Квен. А я расскажу, когда мы дойдем до той игры, которая, наоборот, вернула меня к Принцу Персии, и потом я уже проходил Shadow of Time и Схватку с судьбой.
Ну, насчет «Принца Персии 3D» я вспомню смутно. То есть это точно не «Пески времени», потому что, да, там была какая-то всратая игра со всратым управлением. Игра была, если честно, по-моему, она даже и не вышла. Это просто там были футажи всего лишь. То есть в нее даже поиграть нельзя было. И где-то там на ютубе, вот если смотреть историю серии, там рассказывали о том, что вот есть такая-то игра. Насчет Dendy приставки, я, кстати, вообще удивлен, что она на Dendy вышла, потому что на Dendy мало, да, таких игр выходило. Это ж вроде как копия Famicom на NES. Я помню, что это было либо Dendy, либо Sega. Вот в один из двух она точно выходила. А учитывая, сколько было китайских копий, когда ты живешь рядом с Китаем, неудивительно, что, возможно, наше оборудование было немного не тем, о чем мы думаем. Что думаешь по поводу «Принца Персии»? Как ты думаешь, многим ли зайдет вот такой вот сеттинг в плане к возвращениям истоков? Игра вот в таком непривычном виде, вот платформинг, как будто на мобильные телефоны она выходит, или даже стилистика, как знаешь, вот Assassin's Creed вот выходили 3 части, по-моему, Китай, Раша и еще какая-то часть. Ты их проходил на канале, кстати, когда у нас еще канал назывался не Подтекст, а Life in Games. И да, я помню. Так что тут уже слово тебе. Касательно игр Assassin's Creed, я проходил, по-моему, я Рашку не допрошел, надо будет к этому вернуться, может быть, на каком-то из стримов. А касательно «Принца Персии», я скажу сразу и честно, когда на Summer Game Fest показали трейлер, сначала они сделали весело, они показали сначала картинку с главным героем, и вот там, как говорит молодежь, я словил кринж, потому что это вообще не был «Принц Персии», это был какой-то темнокожий чувак с мечами, с очень модной прической, под рэпчик. И я такой, ну блин, вы шутите? Потом показали трейлер, я еще больше разочаровался, но есть ряд причин, по которым «Принц Персии» должен отойти от привычной формулы. Мы к этому вернемся, когда будем сейчас обсуждать остальные части игры. Я на данный момент «Принцев Персии» жду, я постараюсь непременно поиграть в демо, потому что мне, честно, заинтриговало. Первый трейлер мне не зашел, но второй с сеттингом, с скиллами, с историей показался мне достаточно интересным, потому что, во-первых, это, черт побери, опять же, «Принц Персия», как я говорил, я понял на днях, что я скучаю по принцу, и его появление как нельзя будет кстати. Да, это не наш любимый принц, это, если я правильно понимаю, телохранитель принца Персии, и наш принц еще не стал тем, кого мы его знаем. Опять же, учитывая перезапуск, вполне возможно, что принц Персии не станет тем героем с кинжалом, которого мы знаем, но, опять же, факт вернуться лично меня в этот мир очень греет. Плюс сейчас существует такое понятие, как мультиверс, поэтому я не удивлюсь, что если «Принц Персия Lost Crown» выстрелит, через пару лет нас может ждать мультиверс этого принца с классическим принцем или с принцем одного из перезапусков. И, кстати, про перезапуски, я думаю, нужно чуть-чуть рассказать про один из первых перезапусков, когда игра отошла от 3D и пришла к пескам времени. Я так и представляю, как трое принцев, как Человек-паука начинают тыкать друг друга и типа это ты. Один держит кинжал времени, не знаю, куда время отматывать. Вот, кстати, прикольная штука. То, что ты сказал по стилистике, типа тебе немного, может быть, даже это не понравилось. Ну, лично мне это напомнило либо Fortnite, либо Overwatch, потому что, ну, такая, знаешь, мультяшная графика, на все это смотришь и думаешь, блин, я чё, в Fortnite зашел? Да, мультяшные графики — это привет в 2008. Да, кстати, когда еще была там фея какая-то, которая там принцип спасала каждый раз. Я не знаю, как там, Эрика ее звали или как. И она каждый раз его спасала, и тем самым игра была неинтересная, потому что по факту принц был бессмертен. Казалось бы, как можно сделать игру еще скучнее, так, блин, в итоге тебе сделали ее еще проще, и от этого она стала, мне кажется, неинтереснее. У игроков забрали банальный челлендж. Челлендж по прохождению. А касательно игры, лично я не такой фанат именно такой версии «Принца Персии». Ты прекрасно знаешь, что я жду «Принц Персии. Пески времени», которое уже отменили, как выпустили трейлер, увидели эту всратую графику и решили просто отменить ее. И, по-моему, даже предзаказы отменили, я точно не знаю, но вот только через Ubisoft, благо я могу с помощью каких-то костылей могу хотя бы зайти в аккаунт, посмотреть, если она у меня в подписках, ну, по предзаказу. Да, она у меня есть, и деньги, кстати,
кстати, мне еще не вернули за них. А интересно, а если возвращать, то куда, как? Ведь Swift же не работает, они не могут мне в рублях вернуть. На минуточку эти для деньги. понимания зрителя. В прекрасном 2020 году канал Подтекст подарил нашему дорогому Квену ремейк «Принца Персии. Пески времени». И человек уже 4 года ждет. Три, по-моему, да? Она в 2020 году, сейчас 24-й. А, ну это 24-й, это 4-й год уже пошел. То есть 3 года прошло, уже 4-й пошел. Вот, видите, какой неубиваемый Что-то. оптимизм у него, а? Ну вот такие дела, собственно. Мне понравилась самая первая часть «Принц Персии». Это именно с нее началось знакомство с серией. Первый перезапуск ты имеешь в виду? 2003 года. Да, когда уже сделал перезапуск 2003 года, и эту игру мне дал, как ни странно, Артур. Он меня, кстати, познакомил с этой вселенной. Он порекомендовал почему-то именно со второй части «Схватка с судьбой». Хотя я не понимал, вот как можно играть в «Схватку с судьбой», не поиграв в первую часть. Скорее всего, там у него какие-то то ли шейдеры не поддерживали на компьютере, на старом. Если я сделаю ремарочку, возможно, наш дорогой Артур столкнулся с той же проблемой, что и я, потому что когда я запускал Shadow of Time, в первом же... Saints, прошу прощения, да. Я две игры в одну просто. Вот. Когда ты в первой локации проходишь первую локацию, еще нету монстров, ты дерешься с людьми, там есть сегмент с водой, где ты должен себя захилить. И игра там крашилась. Она зависала и больше ничего не делала. Возможно, у меня так было. Возможно, у Артура было так же. Поэтому он говорил тебе: не лезь туда, иди сразу во вторую. Ну, как ни странно, у меня игра спокойно прошлась. Я прям, ну, не с первого раза, конечно, это прошел, потому что я там, по-моему, застрял. По-моему, я с колодцем там миссию не мог пройти, не мог никак подняться, и потом в итоге я ее забросил. Вот, а уже потом, спустя 2 или 3 года, я ее заново прошел и уже на этот раз до конца. Кратко про сюжет, что принц атакует военную территорию, даже не будем делать дошло от ссылки, так что это... Визирь, короче, подговаривает короля Шахрамана захватить сокровищницу Магараджи, чтобы тот получил песочные часы. Их еще по именам помнишь? Я вообще в шоке. Если честно. Ну, вообще-то я раньше собирался делать обзор на «Принца Персии». Я писал текст к нему. Потом в итоге это настолько стало неактуально, проект забросили, я такой подумал, делать «Принца Персии» мне что-то как-то уже не ахти как хочется, и я уже забросил проект, и даже там путажи все поудалял нахрен. И все вот эти вот мультики, мультвставки, которые я делал, ты помнишь, если ты их помнишь. Эти пески предвещают боль. Я чувствую ее. Я иду на ее зов. Я отмщение. Я луч тьмы при светлом дне. Я Бэтмен. И он, кстати, тут больше на Леона Кеннеди был похож, ежели на принца. Хотя я пытался рисовать с принца, то есть там взял буквально картину и просто на него переписал, там анимированный рот сделал, и, ну, в общем, мультяшка как бы это прикольная получилась. Под текст идет анонс, что когда-нибудь Ubisoft все-таки выпустит ремейк, и Ваня выпустит большой видос о старом и новом «Принце Персии». Спустя 20 Это, лет. скорее всего, это скорее больше у Даура выпустить 4-ю историю серии Final Fantasy, чем у меня выпустить историю серии «Принца Персии». Битва, которую мы заслужили. Кто дольше? Да, как говорится, ребята, если вы хотите пообсуждать, пишите в комментариях, мы с удовольствием это пообсуждаем. Принца обманули, Махараджи... Да. Визирь воспользовался ситуацией, он заразил песками, то есть обманул, то есть принц освободил песок, визирь воспользовался магией воздуха времени и заразил всех существ, превратив тех самых в зомби. Только не подействовало на Фару, потому что у нее был амулет, служил ей что-то вроде оберега, и у принца был кинжал. То есть, считай, короче, у троих был артефакт, который единственный их только не затронет. Ну, там еще, по-моему, был часовщик, который Борис Репетур. О, ну тут... Его тоже почему-то не задело, как ни странно. Что Может, просто... Потому что это Борис Репетур, ты что? Принц проходит много локаций, потом
В итоге он влюбляется в Пару, спустя долгое время ее же теряет, пытаясь ее там спасти, там она цепляется за его кинжал, падает. В итоге он приходит к выводу, что надо отмотать все это время, все это переиграть. В общем, перемещается во времени и побеждает визиря. Вот как раз и тот начало, которое идет повествование, и в принципе все время говорит: не-не-не, все было не так, давай по новой все херне. Это оказывается каждый раз Пара переспрашивала принца Персии и говорила: а ты потом пизданулся об стенку с башни астрономии, да? Не-не-не, все было совсем не так. А потом ты, короче, умер от конвульсиях. Не-не-не, этого тоже не было. Все произошло не так. Я не рассказал тебе, как я нашел сокровищницу Магараджа. Махараджа! Махараджа, мы пришли за твоими сокровищами, Махараджа. Все, ну пошли вон нахуй! Канава Ульси. Принц, получается, отматывает время настолько, что не знакомится с Фарой. Да. Он знакомится... Ну, получается, да, все, что вот это было, это, считай, мы просто поиграли, но на деле этого всего не было. Со второй части он объясняет то, что, типа, он поменял ход времен, и поэтому можно, в принципе, не проходить первую часть. Во второй части просто вкратце объяснили, что было вот в первой. И игра меняет свое повествование и переходит с сказочной атмосферы немного в, да, темную готическую даже составляющую, я бы сказал. Больше кровищ, больше драк, больше не то что больше, а в целом боссы это полуголые женщины, их всего две, не считая Дахаку. И то, кто знает, может быть, под всей этой желчью. Своего рода альтернатива Немезиса, да. Да. Который тебе преследует, да. Мистер Икс 2004 года. Мы уже перешли на схватку с судьбой, дорогой зритель, если вдруг ты не догадался. Вот, она вышла буквально через год, потому что первая часть перезапуска стала фурором. Ребят такие: давайте еще. И внезапно Ubisoft такой: а давайте-ка поменяем вектор, как и сказал Квен. И да, из прекрасного в новой части был Дахака. Это кто он там, страж времени, по-моему, или что-то такое он был. Да. Получается, что принц, он создал такой парадокс времени, он изменил ход судьбы, и тот, получается, хочет просто изменить судьбу и выжить, что ли. Ну, считайте, что принц — это ребенок, который украл из магазина шоколадки, а Дахака — охранник, которому за это влетит, и он такой: ты что, опять? Вот, и всю игру почти Дахака охотится за принцем, чтобы тот заканчивал мракобесить в его магазине. Да, и единственный, способ это было тоже переиграть время, то есть он должен был вмешаться во время, чтобы предотвратить создание песков времени, чтобы не было Дахаки, который его остановит. Появляется такая, знаете, Моника Белуччи. Кстати, ее реально озвучивала Моника Белуччи. Серьезно? И я про Кайлину, да, в самом деле, я потом узнал. Странно, да, немного сравнения, но да нет, они на ее груди, то есть... красотки обе. Да, если смотреть на лицо тоже, ну ладно. Там вообще-то очень много сексуализированных персонажей, сразу видно, что Их всего две! Ты играешь первый принц Персии, там вроде все сказочно, это радостно. Пара там со своими странными ресницами, а вот со второй же части там уже просто какие полигоны были, особенно сзади, там просто чуть ли не трусы в жопу впивались. Вот кто на что смотрел во время игры. Ну да, время поменялось, тебя из сказки переносили в суровую реальность буквально спустя год, но в плане сюжета, несмотря на то, что боевки стало больше, акробатики меньше, хотя акробатика все равно была то еще заносой в этом месте, игра «Принц Персии» имела, схватка судьбы, имела максимально простой сюжет, хоть он якобы был запутан. Но по сути мы чем занимались всю игру? Мы пытались несколько раз встретиться с Кайлиной и изменить судьбу, все. То есть там буквально 3-4 персонажа. Это Кайлина, это ее помощница в черном, я даже имя не помню, но с нее начинается игра. Это принц, это черная жижа, если без спойлеров, вот, которая все время появляется рядом с нами и периодически нас спасает от Дахаки, и сам Дахака. При этом была в игре и вариативность. В игре было 2 финала. Если ты собирал, по-моему, какие-то водяной обереги, меч. Да, водяной меч получал, чтобы дать отпор Дахака.
Вот. Ну или в противном случае ты дрался с Кайлиной. Но в следующей части игры было вообще по боку, какой выбор ты сделал, у нее был свой сюжет. Но в итоге, нет, у нее не свой сюжет, там идет правдивый канон, что все-таки каноничная концовка была, когда принц нашел водяной меч и победил Дахата, иначе Кайлина погибает. Переходим на третью часть «Два трона», которая Артуру больше всего, наверное, понравилась. У меня даже сестра проходила этот момент, особенно ей запомнился битва с великаном. Ну, великан Вот, в целом многим запомнился. Да, это, по-моему, самый такой прикольный момент в игре. Ну, еще там завезли гонки на колесницах. Данная игра и наш дорогой Артур, наверное, он всех нас возвращал и знакомил повторно с Принцем Перси, потому что после первой игры на Денди и Сега я вновь познакомился с Принцем именно с этой части. Я пришел в гости к Артуру, а он бегал в Принца Перси Два Трона. Мы вообще понятия на тот момент не имели, с чем эта игра связана, что до нее были другие части. Потому что это было прекрасное время, когда ты просто покупаешь диск в магазине, и никакого Стима не было. Это был 2005 год, даже если Steam был, у нас его еще не завезли. Так вот, и да, игра брала своим сеттингом, игра брала необычайным началом, в плане того, что мы плывем, нас атакуют, город в огне, Кайлину крадут. И игра давала вот классических боссов, классических в плане, что ты проходишь локацию, тебя встречает какой-то необычный враг, монстр-босс. Это был толстяк, с толстяком у нас гигантским были проблемы, он был в Колизее на арене, у него не было челюсти, монстрюга. Драка с ним максимально простая. Ты забираешься повыше, прыгаешь на него и просто жди, пока у тебя загорится кинжал. Но нюанс в том, что мы этого не понимали, и мы просто не ждали вспышку и кликали раньше, он нас скидывал. Мы немало времени потратили, но да, в плане наполнения игра была очень разновидной. Это и бои с боссами, это и, как ты правильно подметил, гонки на колесницах, потому что два босса были на колеснице. Два режима, когда принц есть светлый и принц есть темный, так как он тоже попадает под магию, потому что историю переписали в очередной раз. Принц Перси это в целом каждая часть про перепись истории. Как перепись населения, только истории. И каждый раз бедолага принц не понимает, что происходит. Вот, мы также по новой знакомимся с Фарой, по новой влюбляемся, по новой все проходим. Что плюс, все боссы могут быть замечены в первой главе, когда мы бежим спасать Кайлину, так как они тоже находятся там и их развращают сила песка. Кстати, еще хочу подметить, что если ты не заметил, то там принц, по-моему, был в одежке чуть ли не похожий под Assassin's Creed. Да и, в принципе, игра была больше уже похожа на Assassin, самый первый, потому что ты даже, не знаю, там даже вот этот Масиаф, место действия происходит в Вавилоне. Вавилон имеет эстетику, да, восточную, также и в Масиафе. Да, когда Assassin's Creed еще не был про викингов, про французов и так далее и тому подобное, а на старте где-то была простая игра про устранение всех тамплиеров и будь счастлив. Да и в самих играх, кстати, что в Принц Персии, так и в Assassin's Creed можно было надеть скин принца. И возможно, это еще одна причина, по которой в итоге бедный прекрасный Принц Персия канул в лето, так как механика и стили были схожи. И Assassin's Creed просто приносил и до сих пор приносит куда больше денег. Прежде чем мы доберемся до песков, у нас ждет другая игра, про которую расскажешь все-таки ты. Про Элику, про разукрашенного принца и борьбу. Я ее не проходил. Ты ее не проходил? Да. Какой кошмар. Я не проходил. Но это правда очень скучная игра, я ее проходил со скрипом, и там опять же финал, он двоякий. Суть там в чем? Опять же, у нас есть принц, но он принц чисто просто зовет себя так. Это как, не знаю, Филипп Киркоров зовет себя королем эстрады, так и принц Персия зовет себя... вечеринку Евлеевой. Вот не надо вот это вот мракобесие в наш контент. Вот, принц просто блуждает по пустыне, встречает чисто случайно девушку Элику. Она говорит ему не мешать ей. Он, конечно же, как мужчина, который один долго в пустыне, видит красивую женщину, такой: давай-ка я тебе помешаю. И как оказывается, Элика связана с темными силами, которые выпустил ее отец, и они вместе с принцем должны победить 4 генералов, чтобы заточить тьму назад. Но, если мне не изменяет память, это может привести к гибели самой Элики.
И поэтому в итоге принц задумывается над тем, чтобы выпустить тьму и спасти бедную девушку. Собственно, на этом сюжет и заканчивается. По сути, он простой. Это много акробатики, пока ты не доберешься до босса. Притом, кстати, игра по большей части получила хвалебные отзывы, хотя лично мне не зашла. Мне вот те же Два Трона были куда интересней, потому что я люблю бои больше, чем акробатику. А в Два Трона были и бои, и стелс, и гонки, было разнообразие. В «Принц Персия» 2008 года, а он так и назывался просто, «Принц Персия» 2008 года, была красивая картинка рисована, но при этом, сюжета не было. Ты просто много акробатики, причем, как подчеркнул Иван ранее, без какой-либо смерти, риска, проиграл битву с боссом, тебя спасает Элика. Упал с большой высоты, тебя спасает Элика. Ты не можешь умереть. Ты просто не можешь умереть, блин. И это ужасно в плане игры, потому что, все. Ты что бы ни делал, тебя просто... Ты скурился от депрессии, тебя спасла Элика. Да. И вот и вся игра. Лично у меня она отклика не получила. Мне куда ближе, как я уже ранее сказал, Два Трона с раздвоением личности, с борьбой принца с самим собой, с характерами, а не просто блуждающий одинокий чувак с мечом и перчаткой Фредди Крюгера. В какой-то момент разработчики, видимо, тоже это поняли, потому что к 2010 году выходил фильм с Джейком Джилленхолом, и ребята такие, а давайте-ка сделаем приквел к части, которая, да-да-да, к схватке с судьбой, Два Трона и пескам судьбы. Просто чтобы что-то. И, собственно, в 2010 году. Вообще, мне кажется, она вообще ненужная, потому что она никак не вписывается в повествование. Максимум, что там, у него какой-то медальон был на прессе, который потом был во второй части, не ясно было, откуда это был медальон или что. Вот если ты не помнишь. Приходим в город, который то ли завоевывает, то ли правит наш брат. Помогая ему, он как раз-таки очередное зло выпускает, и, собственно, все. Много акробатики, пару раз бьемся с братом, и вот и весь сюжет. Побеждаем брата и грустным уходим. Мне чем запомнилась игра, это то, что ты мог использовать стихии, там, по-моему, можно было замораживать воду. То есть у тебя очень много механик было именно на стихии завязано. И были куча каких-то скелетов, монстров, которые вообще никак не вписывались в игру, хотя, хрен знает, учитывая, что в первой части были враги, пораженные песком, они же как бы зомби, да, но скелеты тут при чем? Это что, дети шпионов, что ли? При чем тут это? Возможно, это была попытка отсылки на игру 89 года, так как там были скелеты, но скелеты там были уже усопшие, они просто лежали. Так или иначе, перезапуск перезапуска оказался не самой лучшей идеей. Но она просто скучная. Опять же, если Принц Персия 8 года не давал никакого челленджа, Принц Персия 10 года был просто скучный. Но она полностью в итоге закопала серию, и в итоге все начали клепать Assassin's Creed, и в итоге все эту игру потихоньку забыли. Максимум пытались там какую-то игру вроде возродить. Там, помнишь, выходил на ютубе канале отрендеренный ролик Принц Персии Redemption, по-моему, или как он назывался? Да, вспомню, такой проект был. В итоге, опять же, он никуда не выстрелил, и на бедные 14 Он только лет. через 8, он только... Да. 14, я думал, 8 Нет, 14 лет я про Prince Last Crow, потому что последняя игра серии официальная была в 2010 году. Да, и тут вот выходит Last Crown. Ну, а после, не будем знать, когда же выйдет Принц Персии Sands of Time ремейк. Вот уже интересный вопрос. Я уже просто ни на что не надеюсь. Я искренне надеюсь и верю, что если Принц Персия Last Crown увенчается успехом, юбики поймут, что есть интерес к ремейку и сделают ремейк первой части. Возможно, сделают и ремейк остальным частям, либо переделают в целом Принца Персии в 2D, чтобы он не конкурировал с их же Assassin's Creed, потому что если они будут делать Assassin's Creed и Принца одинаковыми, люди быстро присытятся, потому что одним Assassin's Creed люди уже присытились, а там хотя бы с эпохи и сеттинг разные. А здесь это будет одинаково, это все будет с песком, везде будет ходить Энакин Скайуокер, который говорит, что не любит песок и ненавидит тех.
Вот, поэтому как вариант, как выход и продолжение жизни для принца, 2D это вариант. Плюс у Ubisoft будет два мастодонта, которых они смогут делать параллельно, смогут выпускать с перерывами, как это, к примеру, делает NetherRealm Studio. У них есть два больших проекта. Это Injustice в мире DC и Mortal Kombat. И они их просто чередуют. Если идея Ubisoft выстрелит, они смогут параллельно, даже не чередуя, а параллельно выпускать как Принца Персии, хоть уже без Принца Персии, а с неизвестным телохранителем, так и с Assassin's Creed, продолжая пилить и возвращаясь в историю. И дай бог им сделать файтинг по, типа, знаешь, как Marvel против Capcom, ну, типа, знаешь, сделать тот же сеттинг, как Принц Перси против Assassin's Creed. Это... Многие, кстати, ждут, потому что есть уйма пасхалок, отсылок. У них взаимосвязь идет, это Watch Dogs, это Assassin's Creed и Принц Перси. Было бы, ну, есть в дополнительных миссиях, насколько я помню, есть сквозные персонажи, диалоги и так далее. С принцем вроде бы была связь в прошлом, когда человек в аниме сложится, а с Watch Dogs персонаж из, по-моему, Assassin's Creed 4, где игра идет от первого лица, и ты играешь в прошлом за Эдварда Кеннера, там генеральный директор фирмы пропадает, но этот же персонаж с этим же именем появляется в одной из побочных миссий Watch Dogs. Так что эти две точно в одной вселенной. А учитывая, куда прыгнул прогресс, вполне может быть, что там имеет место и пески времени. Я, по крайней мере, не удивлюсь, если окажется, что кинжал принца — это что-то наподобие яблока Эдема. Вот это мультиверс будет. Очень прикольная была бы тема. Кстати, раз уж мы затронули тему файтингов, ты заметил, в каком стилистике сделан именно The Last Crown? Когда он выполняет спецприемы, фон исчезает и вот, знаешь, навевает такими воспоминаниями, словно ты играешь Street Fighter. Я боялся, ты скажешь Genshin Impact. Не, напоминает почему-то мне Street Fighter, когда вот боевка, там типа ты включаешь ульту, и там просто фон исчезает, как будто ты X-Ray используешь в Mortal Kombat. Ты сейчас все файтинги смешал просто в кашу. Я сейчас похож на человека, который стоит, не помню, как фильм называется, но стоит у доски, рассказывает безумные теории. У меня там еще прививка по Alan Wake, я его добавил, если ты помнишь. В Last Crown мне понравилось в плане боевки. Это то, что у нас опять же будет много боссов. То, что телохранители, с которыми работает принц, я так понимаю, они развратятся песками, что опять же отдает сюжетам Два трона. И принц будет противостоять своим бывшим коллегам. Что лично мне крайне интересно, потому что мне нравятся игры, где ты проходишь локацию и сталкиваешься с большим боссом, который сюжетно как-то взаимосвязан. А не просто зачистил локацию и пошел дальше. Как-никак это не Doom, ребята, вам нужно постараться. Ну, в принципе, мы уже, наверное, рассосали всего принца со всех частей. Думаю, можно будет потихонечку завершать наш диалог. Что ты можешь сказать, в принципе, по этой вселенной? Ждешь ли ты, в принципе, Принц Персии The Last Crown? Как я сказал, да, я обязательно нырну в демку. Возможно, демка даже будет на канале, но пока не обещаю. И если демка мне зайдет, я задумаюсь даже о официальной покупке, но не факт, учитывая отношение Ubisoft к определенным территориям, назовем это так. Потому что я даже не могу с Ubisoft зайти спокойно в стор и купить. Но максимум только через ключи. Или через другой стор, который зеленый, с буквой H. Так или иначе, ждем 11 и ждем 18. Посмотрим, что нам подарит игра, какие впечатления, какие желания. Получается разница в неделю, да, 11 это четверг этой недели, это демо, не пропустите, сами поиграйте, к нам заходите. А 18 уже будет официальный анонс. Опять же, демо штука обманчивая. Демо может быть первый уровень, на котором постарались, а дальше будет все очень плохо. Но посмотрим, попробуем. Главное не забывать, что во всем есть пойти. Так что увидимся в следующих обзорах или в следующем инфоповоде. Всем пока!